О чем общаетесь? А так, зашел заглянуть только вот, ну, самый первый документ. Только вот зашел вот буквально 30 секунд назад. О чем хотите общаться? Не понял? На какие темы хотите общаться, раз вы зашли в чат-рулетку? Тут общаются. Да, ну, да, на любую тему могу. Любую. Не палите себя с самого старта. Ну давайте пообщаемся на тему истории. Какую вы книжку по истории читали, кроме учебника и художественной? О, давно не читал. Ну вы же сказали на Ну, любую тему. Все равно мы продолжаем об истории. м, Предложите тему по вот, истории. Или мне предложить. ну, сколько с помощью России создалось государство у нас за последние там 150 лет? Я не знаю, сколько с помощью России создалось государств, потому что Россия противилась созданию государств. Да ладно, А что если такое вы мне гонишь-то? назовете, я послушаю с удовольствием, сколько, какие государства созданы с помощью России за последние 100 лет. Россия существует как государство, Российская Федерация 30 лет. До этого был Советский Союз. Он создавал какие-то государства? Или Российская Ну, а империя до Советского создавала Союза, какие-то государства? Но я с удовольствием послушаю. ну, с ее помощью, Угу, с ее помощью. угу. Э, Ну не Тогда тяните. Суворов, Какие ну государства что, созданы с помощью России? тоже Суворов, болгар спас от турок в свое время Какие там. Что он еще государства созданы? Болгарское царство было в составе Османской империи. Что ж ты махаешь рукой? Оказывается, новость я сегодня узнал. Россия, оказывается, создавала ж какие-то государства. Российская империя создавала государство. Советский Союз создавал государство. Современная Российская Федерация создавала, оказывается, какие-то государства. Суворов. Болгар спас. Чё-то я плохо знаю биографию Суворова. Нужно посмотреть, какое там он болгарское государство создал, Суворов. Я понимаю, что там Ленин создал Украину. Оказывается, Суворов создал болгарское, наверное, государство. Красота. Новые О знания чем всегда общаетесь в полезны. чат-рулетке? Да так, по общем, как жизнь, как здоровье, как все вот это вот. А Ну, вас что больше всего интересует? меня история интересует. И меня История? интересуют люди, которые интересуются историей. О, ну история меня тоже, как сказать, интересно в последнее время. Ну, у вас Что история это как? последнее вы читали по истории, кроме учебника и художественной? Ничего абсолютно. Замечательно. У вас вопрос какой-то есть? Мне просто вот все интересно, вот эта история, вот Украина все рассказывает про историю. И вот какая же история, ну, допустим, той же Украины, вот история. Вам порекомендовать книжечку российских авторов, чтобы вы Да нет, почитали? я хотел бы от вас услышать. Нет, так я начну с рекомендаций, а потом расскажу, если вы зададите конкретный вопрос. Я рекомендую вам книгу российских авторов, 4. Все из них, насколько я знаю, доктора исторических наук. История Украины называется, издана то ли в 2015, по-моему, второе переиздание в 2019 году. Игорь Данилевский, Татьяна Таирова-Яковлева, Шубин и Мироненко. И вот там вот описана история Украины от начала и до конца. И если вам что-то будет непонятно из моих ответов, обратитесь, пожалуйста, к данному изданию. У вас какой-то конкретный есть вопрос? Ну, так я же задал его, вы мне литературу. Вам лекцию почитать по истории Украины? С удовольствием. На сколько часов? Или вам Сейчас. в 5 минут изложить историю Украины? Да, в 5 минут. В 5 минутах история Украины, как любая история любого государства, разделяется по 4 периодам. Древние времена от населения территории Украины предками человека до V века, до ликвидации Западной Римской империи. С 5 по 15 век это период Средневековья в истории Украины, от
ликвидации Западной Римской империи до великих географических открытий Колумба. И от открытий Колумба по 1900 год или по 1914 это новая история Украины. И с 14 года, с 1900, новейшее. Что конкретно из этого периода вас интересует? За последних 150 лет. Что именно, с какой даты вам начать? Как вам удобно. Последние 150 лет, ну отсчитайте, у вас лучше математическая способности, чем у меня. Это с какой даты начать? С той, которая вас устроит. Ну отсчитайте, пожалуйста, я вас попросил. Я не отчитываю. Ну, как вас устроит, так и говорите. Ну давайте Вы же- я вас посчитаю, раз вам трудно посчитать, мне не трудно. Нет, Сейчас 2025 год, минус 150 лет. Вы меня попросили с 1875 года, с конца Вы посчитали- 19 века. Простите, вы посчитали в уме или на калькуляторе? Конечно, на калькуляторе. Ну это уже, это очень много дает. Да, 1700 год. На 1875 год земли заселенные украинцами, а украинские земли были заселены от территории приблизительно Нижней Вислы, это территория современной Польши, до территории анклавами аж по Нижнюю Волгу. Но основной массив украинских земель, заселенных украинцами, это, конечно, то, что практически сейчас территория Украины. Западноукраинские земли на этот момент входили в состав австро-венгерской монархии, а, соответственно, восточноукраинские земли входили в состав Российской империи. Тут было 9 губерний, заселенных украинцами. Перечислять губернии, нет? Да. Правобережная Украина – это Киевская, Волынская и Подольская губернии. Левобережная Украина – это Черниговская, Полтавская и Екатеринославская губернии. Юг Украины – это Новороссийская губерния, Николаевская губерния. Что еще конкретно? Ну, вот хотя бы вот это вот конкретно Новороссийская, Губерния. Одесская. Юг Да. Украины заселен смешанным был населением, потому что активное освоение славянами этих территорий началось после ликвидации Крымского ханства и 2 предыдущих российско-турецких войн. Но основная масса населения – это выходцы из центральных регионов Украины, хотя там было и большое количество поселений из современной России, из внутренних районов России, большое количество крымских татар, греков, гагаузов, болгар и так дальше, в этнически разношерстное очень население. Еще что конкретно? Нет, ничего, очень понятно. Так это все-таки территория была отвоевана Россией у турков, да? Эта территория была отвоевана Российской империей, у Османской империи ликвидировано Крымское ханство, да. Но пока была Османская империя, там были только одни турки Османской империи Где? на территории, которую отвоевала Россия. Упаси Господь. На этой территории Османской империи принадлежал исключительно южный берег Крыма, был непосредственно Османской империи. Остальная территория Крыма – это Крымское ханство. И границы Османской империи доходили до Буджака, это территория юго-западной Одесской области. А все остальное население, там в основном кочевое население, либо крымские татары, которые кочевали по югу Украины, либо Ногайская Орда, которая кочевала от Дуная и до Нижней Волги. Так тогда, а где же Украина была? Тогда, если вот как вы все рассказали. Еще раз рассказываю, украинского государства на 1875 год не существовало, но население от Вислы Нижней и до Дона 100%, большинство населения были украинцами, которых в Российской империи официально именовали малороссами, а в Австрийской империи называли рутенами по-немецки, на немецкий манер. Так если не существовало украинского Государство, существовал украинский этнос, народ. Государство не Не существовало, существовал. а Да. народ существовал. Ну, к примеру, не существовало Финляндии в составе. Было Великое княжество Финляндское в составе Российской империи, но финны существовали. Не было Эстонии, Латвии и Литвы, но эстонцы, латыши и литовцы существовали на территории Российской империи. Вы, наверное, путаете государственную принадлежность и этническую, не правда ли? Не путаю. Не путаете. А тогда объясните мне отличие. Понятия не имею.
А, вы не путаете, но понятия не имеете, как объяснить. Вам жирный лайк. Еще какие-то вопросы интересные будут. Да и все равно вы мне толком не ответите. Вы мне перечислили все народы, которые жили на А что вы территории. конкретно хотели? Задайте конкретный вопрос, я вам конкретно отвечу. Перечислили все народы, которые жили на А территории, должен был? на этой территории, понимаете? А должен был? Но ни разу не ответили. Так. Скользь ответили, что украинский народ. Да. Никто не знал Никто не знал. ни Польши, То есть ни... перепись 1897 года не зафиксировала на территории. Кто делал перепись? Перепись сделала имперская статистика Российской империи с центром в Петербурге. Опубликованы акты давно еще, тогда, в 1878 году, и сейчас можно посмотреть. Официально, украинцы, я же отвечаю на ваш вопрос как воспитанный человек. Вы же, в отличие от меня, как невоспитанный человек, пытаетесь меня перебить. Так вот, в открытом доступе украинцев официально называли малороссами, а в Австрийской империи официально называли рутенами. А мы себя, живя на территории своей Украины, под властью двух императоров, себя называли украинцами. У вас есть еще какой-то конкретный вопрос? Вопрос нет, по желанию. Пожелание возьмите, скатайте в трубочку и засуньте себе, пожалуйста, в заднее проходное свое отверстие. Вы хорошо меня услышали, да? Своими пожеланиями. Не, вот факи мне показывать в конце не надо, потому как сама система забанит. Должна, во всяком случае, забанить. В последнее время что-то оно не очень работает в чат-рулетке. Привет. Здравствуйте еще раз. А мы с вами виделись сегодня? Да, мы с вами когда-то виделись, у меня была когда-то. целая куча вопросов. Сегодня куча поменьше. К сожалению, туда я был выпивший и не задал вам эти вопросы. Не задача. Сегодня вы трезвы? Ну, практически. Это замечательно. И вы, Слушаю. как историк, прошу вас сразу как бы от всех политических тем отринуть, а С удовольствием. про историю. Слушаю. Я сам не историк, поэтому оппонентом я вам не буду, а хочу услышать именно ваше мнение по поводу вопросов про историю. Долго тянуть ничего не буду. Весь во внимании. Вопрос примерно такой. Был такой царь Петр I. Когда он вырос, он изменил календарь. Ну, первый компрометирующий вопрос. А когда он родился, какой календарь-то был там, где он родился? Какой год был? По старому календарю? Ну, пока еще он его не поменял, он еще маленький, только родился. Это надо там 6000 с чем-то отнимать или добавлять, я не помню. Вы меня просто удивили. Чем? Ну, я ожидал от вас вообще конкретную дату, вы же историк. Конкретную дату? Это мне сейчас надо брать. Какая там разница была Я по... думал, вы ее знаете, как отче Нет, наш. не знаю и даже и знать не желаю. Хорошо. Это вопрос по извините. исторической математике, но не по истории. Но вы в курсе, что Петр I изменил календарь? Конечно, в курсе. И А 7000 какой какой-то он год, изменил я не календарь? помню. Он отменил юлианский календарь и перешли на григорианский там. Не, господи, я ошибаюсь. Отменил календарь от сотворения мира на календарь от Рождества Христова, господи. И 7000 какой-то год стал 1700-м. Хорошо, это важно, но не суть так важно. В чем здесь важность этого Для вопроса? вопроса. В чем важность этого вопроса? Это не вопрос, это как бы... Нет, я к вам теперь задаю вопрос, извините. В чем важность этого вопроса? Я не понимаю вопрос. Я понял. И я не понимаю ваш вопрос. Разрешите продолжить? Почему я должен знать? Я не помню. Если хотите, я сейчас найду.
Нет, это... Давайте я продолжу. Это Да, было не пожалуйста. важно, но вы меня все-таки удивили. Я Как рад, что я вас профессор удивил. истории, я думал, это у Я вас не какой профессор человек истории, не должен быть. надо, нет. Ну ладно, У хорошо, вас ладно. неправильное Смотрите, родился представление Петр Первый. об истории, понимаете? Вот неправильное. Вопрос был не в этом. Хорошо, мы разобрались, что вы не помните, Нет. какой календарь поменял Петр Первый. Нет, я помню, Но календарь сотворения мира поменяли на календарь от Рождества Христова. Что значит я не помню? Я помню. Я не ну, я помню про даты 7000 хотел сказать. какой-то год. Вам Да-да, я про найти даты. сейчас? Я найду. Нет, это не важно. Спасибо. Не нужно. Давайте я продолжу. Да, пожалуйста. Вот смотрите, родился наш Петя в неизвестном нам 7000 каком-то году. И для нас даже это не важно, какой там 7000 какой-то год. Абсолютно. Вот смотрите, я не могу задать вопрос правильно так, чтобы вы его поняли. Разрешите, я приведу небольшую аллегорию, но которую вы 100% поймете. А если я не пойму, вы мне объясните. Ну, надеюсь. Постарайтесь. Вот смотрите. Давайте тогда, раз мы не помним, в каком году родился Петр Первый, Но мы можем сейчас назовем... найти, если вы хотите, и для вас Это это не важно. принципиально. Мы Это не сейчас принципиально. найдем. Это не принципиально. Слушаю вас дальше. Давайте допустим, что он родился ровно в 7000 году. В том календаре, который был на то время, когда он родился. Вот теперь аллегория, потому что я не могу правильно задать вопрос. Но я думаю, вы его поймете. Смотрите, если на дворе 7000 год, значит люди, которые живут в это время и ведут этот календарь, и знают, что сейчас 7000 год, допустим, возьмем отца Петра Первого. Он знает, что сейчас 7000 год. Если мы у него спросим, я не знаю, как зовут отца Петра Первого, Алексей Михайлович. Алексей, мы его спросим, Алексей, а какой год был год назад? Он нам скажет, что был не 6999. 28365, а он нам скажет, что был 6999 год. Совершенно верно. А если мы у него спросим, а год назад еще какой год был? Он скажет, что был не 384, а скажет, что 6998. Восьмой. Да. Итак, если мы будем задавать ему вопросы, он будет отчитывать дальше. Мы у него спросим, а в каком году родился ваш отец? И, скорее всего, он назовет дату, когда родился его отец. А если мы его спросим, когда родился ваш дедушка, возможно, он и скажет и про дедушку. А если бы у нас была возможность спросить А бабушки? его отца, то он бы подтвердил, что он родился в таком-то году, а его уже как бы дедушка того, а его отец родился в том. А его дедушка, он назовет дату и дальше. А вот теперь это аллегория, вопрос к тому, что если, когда родился Петр Первый, на дворе был неважно какой год, было летоисчисление, то бишь люди знали, какой год существует, значит они считали. А если они считали, это математика. А раз они считали, значит они записывали. Это, ну не знаю, там, язык не язык, письменность не письменность, литература не литература. А теперь к чему я подвожу вопрос? Если люди жили и считали, что сегодня 7000 год, значит, получается, они были 100% уверены, что еще 7000 лет назад кто-то начал отсчет этого календаря и его вел. Значит, еще 7000 лет назад, неважно там, где это было отчисление, была и математика, соответственно, и письменность,
Отсюда давайте литература, Неправильный история, вывод у вас. физика, химия, У вас инопланетяне. логическая ошибка. Вот в этом вопрос. Объясните мне теперь, пожалуйста. Что именно я должен объяснить? Вашу логическую ошибку? Да. Люди были уверены, что 7000 лет назад был создан мир. Еще не было никакой математики, подсчетов и так дальше. Подсчеты появились немножко дальше. А у вас логическая ошибка, что если люди в 7000 году вели подсчеты, это значит, что 7000 лет назад тоже кто-то вел какие-то подсчеты. Никто не вел 7000 лет назад, по мнению людей 7000 года от сотворения мира, потому что 7000 лет назад был сотворен мир. Еще не было математики. Был создан Адам и Ева. Адам и Ева математики не знали и подсчетов не вели. Вот в этом ваша логическая ошибка. Ну, я вас услышал, но я обоснования не услышал. Ну, Мое обоснование в извините. том, что Попытаюсь если я еще знаю, раз что сегодня объяснить. 25-й год, Попытаюсь значит, еще я раз знаю, что объяснить. год назад был 24-й. Попытаюсь еще раз вам объяснить. Что люди, живущие в 7000 году от сотворения мира, тот же самый Алексей Михайлович, и мы там математически допустим, что именно в этом году родился Петр I, его наследник, Петр Алексеевич. Из этого абсолютно не следует, что 7000 лет назад кто-то вел подсчеты, потому что 7000 лет назад был только мир Господом сотворен. Кто же там вел подсчеты? Господь или Адам с Евой? Но вы мне объясняете или задаете у меня вопрос? Я вам пытаюсь объяснить второй раз, но вы, я так вижу по вашим глазам, не понимаете моего объяснения. Нет, я не понимаю вас. Ваше, мне кажется, 7000 лет назад как-то не был создан мир. Господь за 6 дней создал мир и сказал, что вы это как историк хорошо. утверждаете, что 7000 лет назад... Это я как не нам историк Господь создал утверждаю, я мир. вам объясняю. Мировоззрение Алексея Михайловича, отца Петра Алексеевича, что он в 7000 году знал, что он живет сейчас в 7000 году, потому что эта традиция возникла не 7000 лет назад, а люди были уверены, что 7000 лет назад был сотворен мир Господом. Ни Господь не вел подсчеты, не созданные Адам и Ева не вели подсчеты. А через несколько столетий, если не тысячелетий, люди стали вести подсчеты и решили, что вот 1000 лет назад был сотворен мир. Я понял, что я вам, видать, немножко неправильно задал вопрос. Давайте теперь вообще тогда беззубно задам вопрос. Вот смотрите, я начал с того, что если отец Петра Первого знает, какой сегодня год, и знает, какой вчера был год, а потом его отец знает, какой был год и какой вчера был год, а его дед знает, когда... Сейчас давайте фантастический вопрос задам. Мы оживляем всех людей до 7000 лет назад и спрашиваем у них, какой сегодня год. Если Вот эти Алексей люди, нам говорит, если сегодня эти 7000 люди, год. отвечаю на И ваш я вопрос. точно знаю, что Нет, я 60 отвечаю лет на ваш назад был вопрос. вот такой год. Отвечаю на ваш вопрос. Что идея считать от сотворения мира, идея, которая возникла в христианстве. Христианство пришло на территорию России и Украины приблизительно по нашим подсчетам, по новому календарю, введенному Петром I, приблизительно в конце X века. Если бы мы встретили человека, живущего по нашим подсчетам где-то там 3000 лет тому назад, мы попали бы в какую-нибудь черняховскую культуру, где были свои системы подсчета времени, о которых мы не знаем. И если бы мы у того человека спросили: послушай, какой сегодня год, он бы не говорил нам, что сейчас какой-то год от сотворения мира, потому что эта идея появилась у христиан, а эти люди были язычники. У них была своя система подсчета. Я вас правильно понял, что
Хорошо, 7 тысяч лет, вот у нас сейчас отчет есть. То бишь, позавчера кто-то взял и сказал, математика, не математика, туды-сюды, неважно, от сотворения мира прошло 8 тысяч лет. 7 Поэтому тысяч мы лет. будем считать, что сегодняшний день это 8001 год. Суть не в том, что в датах, а суть в том, что даже если когда он решил начать отсчет от неизвестной даты, которой никогда не было, но он же начал ее с +1, +1 это математика. Неважно когда, Он и не кто начал начал, его с но +1. он начал с +1. Ну, ерунду вы говорите. Вы второй год. несете абсолютнейшую ерунду. Я не могу объяснить вам, как вам объяснить, что Ну, это как, не... если 7000 год начался отчет не с нуля, тогда он начался с какой-то другой цифры. Пускай он начался с 3000 года. Но как тогда люди, вы же как историк, как Я тогда вынужден, люди начали 3000? я Вы думали, вынужден, что было 3000 я лет? вынужден отказаться Хорошо. от общения с вами, потому что вы ни секунды не понимаете то, что я вам говорю. Извините. Пожалуйста. Удачи вам.